Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. В этом видео я особенно приветствую тех, кто родился под знаком зодиака Рыбы. Это будет прогноз на март именно для них. Мы посмотрим общую атмосферу марта для рыб, сферу работы, финансов, личной жизни, предостережения и совет. Итак, у нас будет одна общая позиция для всех, кто родился под знаком Рыбы. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. И давайте, начиная с общей атмосферы, будем смотреть, каким же будет март для рыб. Общая атмосфера марта. Карта ключ. Решение проблем, решение вопросов. Положительное время. Так, смотрите, но вопросы здесь могут касаться каких-то документов, статусов, официальных моментов, титулов и так далее. В целом положительный для вас, уважаемые рыбы, март, знаете, вот как будто бы вслед за мартом идет какой-то новый виток. Карта клевер – это какое-то продуктивное новое начало. У многих здесь отыграются новоселье, да, переезды, потому что карта ключ – это вот тот процесс, когда мы открываем двери. Причем это двери абсолютно любого формата, любого масштаба. Для кого-то это новые какие-то партнерские отношения, имею в виду деловые. Для кого-то это двери нового дома, двери новой работы, двери новых деловых отношений. Очень многие моменты в марте для вас станут более ясны и понятны. У вас будет возможность более пристально и детально рассмотреть ситуацию, рассмотреть то, что было от вас вдалеке. Откроются новые подробности важных и значимых для вас моментов. Плюс, как я уже сказала, вот официальные какие-то титулы, статусы, дела, мероприятия, они будут для вас важны и значимы, причем все, что будет происходить с вами в марте, будет носить положительный характер. Это не какие-то трудности, это не какие-то сложности, хотя сейчас посмотрим более детально, но в целом для марта, для вас, уважаемые рыбы, очень такой продуктивный и многообещающий в плане, знаете, вот укрепления своих позиций, обретения новых статусов и титулов. А что с работой? С работой. Переживания и страхи. Но страхи напрасные. Вот вы знаете, такое чувство, что вы стоите на пороге выхода на какой-то новый уровень. Те, кто работал в найме, готовы уже работать, начать на себя. Те, кто давно работает на себя, планируют выход на какой-то новый уровень. Но именно в марте здесь есть какие-то пробуксовки. Здесь, знаете, как будто бы вот прежде чем шагнуть на ступеньку выше, нужно либо чем-то пожертвовать, либо подождать, пока ситуация поменяется. Причем вы здесь не можете ничего поделать. Либо придется жертвовать чем-то, либо, ну вот, принять бессилие, принять все как есть. И, как я уже говорила ранее, здесь будут улучшения, будут какие-то действительно новые моменты, но они будут не в марте, а в апреле и скорее позже. Тем не менее, вы двигаетесь правильным путем, вы двигаетесь в нужном направлении, просто вот эти вот пробуксовки, они для вас именно в марте актуальны. Но здесь нет повода тревожиться, здесь просто более медленное такое вот развитие, течение событий. Что касается финансов, для рыб в марте финансовой сферы. Так, во-первых, деньги тратятся на поездки, на дороги. Здесь есть расходы. И вот эти расходы, которые тратятся на поездки, на переезды, на движение вперед, они заставляют вас как-то вот ограничивать свои иные расходы. Но здесь расходы-то хорошие, здесь расходы в удовольствие. У многих здесь действительно расходы связаны, вот четверка жезлов – это семья. Вы вкладываетесь в семью, в новый дом, в новую квартиру, в новые отношения, в новую стабильность в сфере работы. Расходы весьма оправданные. Доходы здесь, ну, нужно сказать, на стабильном уровне. Здесь нет каких-то финансовых дыр в карманах, но и того, что вот прям, знаете, свалится на вас миллион,
миллионов несколько, я этого не вижу. Здесь, знаете, вот тенденция больше к тому, что будут ваши доходы увеличиваться в более поздние сроки, да, то есть не в марте, а апрель, май и так далее. Но именно в марте у вас больше расходов и необходимость как-то вот где-то сэкономить, где-то подгадать для того, чтобы вот вложить денежные средства в то, что касается вашего дома, вашей стабильности. Возможно, это опять же вот работа, да, вот обоснование создания нового офиса, нового проекта, но суть такова. Больше тратим и тратим на такое полезное дело, тратим в удовольствие. Но доходы здесь будут увеличиваться с течением времени. Все обещает быть в лучшем виде. Что в сфере любви у рыб в марте? В сфере любви. Ой, как. Ой, как. Так, смотрите, в первую очередь нужно отметить, что новых знакомств у рыб в марте не предвидится. И знаете, вот с одной стороны все спокойно, здесь какое-то такое вот болотце, да, вот с теми людьми, которые уже есть в вашей жизни, что-то идет ни шатка, ни валка. Могут быть моменты, которые либо вы, либо ваш партнер друг от друга скрываете. Могут быть какие-то спорные конфликтные ситуации. Здесь в целом, вот знаете, вот рутина, которая продолжается. Если стабильные отношения, то они будут еще долго длиться. Вот эти вот мелочи, вот эти вот такие вот семечки, да, вот эта вот пыль, она уйдет, она рассеется. Для тех, у кого нет стабильных отношений, да, то есть есть человек, с которым можно было бы их выстраивать, все так и будет продолжаться. Будут моменты где-то недопониманий, где-то молчаний, где-то манипуляции информацией, где-то, вот знаете, вот моменты, когда хочется слукавить. В целом без изменений. И вот то состояние, в котором вы находитесь, да, в отношениях каждый в своих, оно еще будет длиться. Но спустя время, здесь уже по прошествии марта, будет какой-то новый виток. И будут положительные моменты, связанные с подарками, с предложениями, с какими-то шагами навстречу. В целом неплохо. Просто, знаете, вот, ну, хочется одним словом описать то, что происходит в отношениях: болотце, рутина. Вот как есть, так и есть. Без каких-то таких глобальных эксцессов, без каких-то таких супер прорывов. Вот именно рутина, именно как есть, так и есть. Что касается советов, к чему стремиться рыбам в марте. К чему стремиться рыбам в марте? Продолжить начатое. Тройка жезлов — это открытые дороги. Идите вперед. Смотрите. Будут у вас в марте, уважаемые рыбы, какие-то искушения, какие-то моменты, когда не все предельно ясно. Так вот, вам в этих моментах нужно уметь держать ситуацию под контролем. Карта Маг, все в ваших руках. Не пускайте все на самотек. Не подвергайтесь, вот знаете, вот такому плаванию по течению. Четко знайте свою позицию. Император, карта Маг — это такое состояние, когда все в ваших руках. Слабости, искушения, моменты, связанные с ограничениями, вы все это можете преодолеть. Не пускайте на самотек. Берите все в свои руки и делайте. Направляйте в то русло, в которое вы планируете двигаться. Не останавливайтесь на полпути, не тормозите. Да, где-то дорога будет, знаете, вот такой вот с пробуксовками. Причем это касается и сферы работы, и сферы отношений. Тем не менее, важно уметь отстаивать свои позиции, защищать свои интересы. А что в предостережениях у рыб в марте? Так, разного рода партнерства. Избегайте выяснения отношений. Вот если вам важно отстоять свои позиции, делайте это, ну, можно сказать, тихим сапом, да, вот где-то упрямо, где-то с позиции молча идем вперед к своей цели. Но старайтесь избегать такого открытого выяснения отношений. Старайтесь избегать тех моментов, когда вы
раскрываете карты, потому что карта дьявол — это еще и момент, ну, давайте скажем, некой такой вот хитрости. Это момент, когда вам нужно суметь сделать ход конем, где-то сманипулировать, где-то схитрить. Но это все во благо, это все с той позиции, чтобы вот именно отстоять свои позиции, отстоять свои интересы. И ни в коем случае не нужно думать, что вот если вы в лоб выпалите какую-то информацию, она в дальнейшем пойдет вам на пользу. Здесь, судя по всему, нужно вот действовать осмотрительно и осторожно. В целом, хороший месяц март для рыб. Он как будто готовит почву такую для чего-то такого более глобального, что случится позднее, в апреле или в мае. Тем не менее, собственно, вот ситуация у нас такова. Я благодарю всех за просмотр. Я буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.